В поселке Островное на просторах Чукотки поселенцы были привычны к лицемерию и суровым условиям сибирской зимы. Их жизнь была украшена лишь живописными пейзажами и удивительными встречами с местным животным миром. Одним из активных жителей этого загадочного поселка был Анатолий, рыбак старой закалки. Он был известен своей храбростью и сострадательностью к животным. Любой, кто побывал в трудной ситуации, мог рассчитывать на его помощь и понимание. Однажды в холодный и бурный зимний день, когда вся Чукотка была пропитана суровостью природы, Анатолий отправился на рыбалку своей закаленной душой и прочными удочками. Ледяной ветер бил ему в лицо, а снежные бураны метелились вокруг него. Это был настоящий вызов для смельчака, и он был полон решимости справиться со всеми преградами, которые ему представятся. Продолжая расчищать тропинку к своему секретному месту для рыбалки, Анатолий заметил движение на небольшом острове вдалеке от берега. Он удивился, услышав хруст снега под ногами, и замирал, чтобы рассмотреть происходящее. К его изумлению, на самом деле, на острове находилась белая медведица и ее медвежонок. Медвежонок двигался странно, и Анатолий понял, что что-то не так. Не задумываясь, он решил приблизиться и проверить, нуждается ли он в его помощи. Когда он, наконец, достиг островка, он увидел ужасную картину: алюминиевая банка застряла во рту медвежонка. Маленькое создание мучительно стонало от боли и голода. Оно едва могло дышать из-за обструкции в его ротовой полости, и на его взгляде проступала яркая боль и отчаяние. Анатолий был потрясен увиденным и решил действовать мгновенно. Он достал свой телефон и набрал номер специальной группы, которая занималась спасением диких животных. Команда была донесена до места достаточно быстро. Оборудованные соответствующими приспособлениями, они внимательно осмотрели состояние медвежонка и тут же приступили к освобождению его от пленки. Волокнистая мускулатура крепко держала металлический предмет, и только осторожные движения и усилия команды предоставили им шанс на спасение жизни этому маленькому созданию. Вскоре, с трудом и с настырностью, команда освободила рот щенка от алюминиевой банки. Маленькое создание вздохнуло свободой и восстановило свое дыхание. Он был истощен своими мучениями, но теперь в его глазах появилось восхищение и благодарность. Анатолий и вся команда решили попытать судьбу и вернуть животное на место к маме, где они нашли медвежонка. Прошло много времени с того момента, как команда спасения оказалась в Островном. Но однажды, когда Анатолий вышел поохотиться на рыбу, он повстречался с белой медведицей и здоровым медвежонком, с которыми они спасли. Медведица глядела на него и двигалась в его сторону, демонстрируя свою благодарность. С каким-то непонятным умением она стала нести в зубах свежую рыбу, как будто отдавая ее Анатолию. Оказывается, медведица хотела показать свою благодарность за спасение ее медвежонка и помощь в своем сложном положении. Анатолий знал, что его усилия были оправданы, и даже больше того, они помогли спасти не только одну жизнь, но и создали нерушимую связь с природой. Эта встреча послужила напоминанием о том, что они делят с этими дикими животными не только землю, но и ответственность за ее сохранение. С этого дня Анатолий смотрел на свою работу с другой стороны. Он решил, что должен больше участвовать в сохранении дикой природы Чукотки и пропагандировать бережное отношение к окружающей среде. Он написал книгу о своем приключении с медведем и медвежонком, чтобы поделиться своей историей с остальным миром и вдохновить других заботиться о сохранении природы. Со временем книга Анатолия стала бестселлером, и он получил возможность путешествовать и рассказывать свою историю во всем мире. Люди, прочитав его книгу, лились к информации о Чукотке и ее уникальной флоре и фауне. Изначально очень маленькая история превратилась в движение за защиту среды обитания Чукотки.
На месте спасения белая медведица исчезла, но она оставила поразительное впечатление на Анатолия. Важность его работы стала очевидной, и он обязал себя отстаивать благосостояние окружающего мира. Он стал рыбаком-экоактивистом, несущим идею экологического баланса и своего места в этом большом мире. Так заканчивается история о любви и сострадании, о важности сохранения дикой природы и о том, как даже маленький человек может сделать большую разницу. Анатолий стал знаменитостью в своей области, но его настоящая награда была внутренним удовлетворением и уверенностью, что мир, который он оставит за собой, станет лучше благодаря его действиям. Анатолий продолжал свое путешествие по разным странам, распространяя свое послание о необходимости сохранения дикой природы. Его книга была переведена на множество языков и стала образцом вдохновения для многих людей. Анатолий проводил лекции и семинары, где рассказывал о своих уникальных встречах с дикими животными и привлекал внимание к проблемам, связанным с уничтожением их среды обитания. Он не ограничивался только словами, но и активно включался в различные проекты по охране окружающей среды. Анатолий участвовал в программе по восстановлению популяции белых медведей в Чайкотке и работал над созданием заповедника для защиты их естественной среды обитания. Каждый год все больше и больше людей присоединялись к движению за сохранение дикой природы. Волонтеры из разных стран приезжали на Чукотку, чтобы помочь Анатолию и его команде в их работе. Они садили деревья, убирали мусор и восстанавливали естественные места обитания для различных видов животных. Благодаря усилиям Анатолия и его сообщества Чукотка стала популярным туристическим направлением, и природа этого региона начала восстанавливаться. Локальное население стало осознавать, что бережное отношение к окружающей среде не только необходимо, но и приносит пользу всему обществу. Анатолий продолжал свою работу и борьбу за сохранение дикой природы до самой старости. Его сила воли и любовь к природе были неподъемными. Он оставил наследие в виде более здорового и гармоничного мира, где все существа могут сосуществовать в мире и гармонии. И его история стала вдохновением для будущих поколений, чтобы они тоже заботились о нашей планете и ее обитателях. Он помогал в организации местных проектов по восстановлению и защите экосистем Чукотки, работая над восстановлением мест обитания уникальных видов растений и животных. С сотрудниками национального парка он совершал регулярные патрули для предотвращения браконьерства и незаконной добычи рыбы и дикой живности. Взаимодействие с природой помогло Анатолию осознать, что люди и животные взаимозависимы и должны сосуществовать в гармонии. Благодаря его усилиям и примеру, местные жители стали более осознанно подходить к использованию природных ресурсов и относиться с уважением к природе. Коллектив Анатолия разросся и превратился в команду единомышленников, которые сами хотели заниматься охраной и сохранением природы Чукотки. Были организованы обучающие программы, где люди могли узнать больше о местных экосистемах, видовом разнообразии и способах сохранения баланса в природе. Благодаря таким инициативам Чукотка стала известной не только своими дикими просторами, но и своими достижениями в области экологии и сохранения окружающей среды. В конечном итоге, благодаря страсти и преданности своей работе, Анатолий сделал огромный вклад в сохранение дикой природы Чукотки. Его история и опыт вдохновили многих людей не только в стране, но и за ее пределами. Он доказал, что каждый человек может внести свой вклад в сохранение природы и принять ответственность за будущее нашей планеты. Итак, каждый день Анатолий продолжал свою борьбу за сохранение природы, стремясь создать более устойчивое будущее. Он понимал, что это бесконечная работа, но знал, что его усилия не пропадут даром.
Все его достижения были отражением его преданности и веры в силу человеческой природы и ее способность вносить позитивные изменения в мире. И его настоящая награда заключалась не только в благодарности рыбаков, но в сохранении природы для будущих поколений. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.